Всем привет! И вот снова дорога нас завела в Нови Сад. Меня потянуло на древности. Сегодня мы индустриальные туристы. Давно хотелось побывать в этом дворце, но в прошлый приезд времени не хватило. Находится он в 20 километрах от Нови Сада, в Биачине. Когда к нему подъезжаешь, из-за зарослей деревьев ничего не понятно. Айдар даже сначала начал говорить, и ради этого мы сюда приехали, но потом понял, что место атмосферное и интересное. Проход запрещен, закрыли его, если верить информации из интернета, после случаев обрушения здания со смертельным исходом. Но тогда я еще не знала об этом. Шпицеров замок, так его называют по фамилии первых владельцев, был построен в 1898 году для богатой еврейской семьи, которая являлась одними из совладельцев цементного завода, который тут же находился и находится до сих пор. Проект замка в стиле эклектической архитектуры составил архитектор Имре Штайндл. Это известный венгерский архитектор, его специфика – готическая архитектура. Еще из работ Штайндла это проект здания венгерского парламента, ратуша Объединенного Будапешта, замок Вайдахуньят в Будапештском парке. Он также участвовал в реставрации собора Святой Елизаветы Венгерской Кошицы в Словакии. В замке переплетены разные стили, и старые, романский, готика, ренессанс, барокко и современное в то время направление модерн. Замок является представителем венгерской архитектуры в регионе Воеводины, Сербии. Наша грусть от увиденного прямо пропорциональна былому великолепию замка. Самой ценной частью замка является центральный зал. По кадрам фильма «Рани Радови Желимира Жилника» видно, что в 1969 году, когда вышел этот фильм, прекраснейшая мозаика с цветочными мотивами еще была на месте. А вот кадры из фильма «Герой Келли» 1970 года. И витражи на месте, и деревянные панели на стенах. Здание еще в прекрасном состоянии. Вот этот резной балкон, судя по кадрам, с позолоченным напылением. И этот потрясающий камин еще на месте. Кстати, этот камин был изготовлен по специальному эскизу, на нем известная жалнайская глазурь. Это был спецзаказ жалнайской фарфоровой мануфактуре, старинной венгерской фабрики из города Печь. Она была основана еще в 1853 году, изготавливала уникальные гончарные, фарфоровые, кафельные и другие изделия. Глазурь была особо прочная, состав ее держался в тайне. Жалнайской керамикой украшены такие знаменитые здания в Сербии, как дворец Рейхла в Суботице, ратуша в Суботице, церковь имени Марии в Нови Саде и гостиница «Москва» в Белграде, и многие другие здания в Сербии и других странах. Жаль, что камин утрачен. На несколько мгновений он запечатлен в фильме Эмира Кустурица 1995 года «Черное окошко, белый кот». Огромные желтые цветы в орнаменте на нем. Из центрального зала был выход в оранжерею. Сейчас тут ничего не понятно, но из кадров 1969 года все яснее. Здесь когда-то был фонтанчик, и, думаю, росли какие-нибудь экзотические цветы и удивительные растения. Вообще, вокруг замка был разбит прекрасный сад. Среди местных он был знаменит своим великолепием. Стояла беседка, сейчас все заросло. В Сербии из-за теплого климата очень агрессивная буйная растительность.
Зайдем снова в дом. Местами еще виден растительный орнамент на стенах. Сейчас мы видим стены, окрашены розовым цветом. Трудно поверить, что они изначально были такими. В фильме «Кустурица» 1995 года стены окрашены также в розовый цвет. Возможно, тогда же и перекрасили. В фильме «Здание в строительных лесах» как будто идет реконструкция. Несколько оставшихся балясин с цветочным орнаментом напоминает нам о роскошной лестнице. Когда-то на ней стояло кованое украшение. Судя по трубопроводам, здание было горячее водоснабжение. И можно найти ванную. Посмотрите на эту милую плитку и на этот орнамент с ракушками, кораллами и рыбкой. Очень красиво. Крышу, видно, ремонтировали, чтобы хоть как-то спасти здание. Но на самый верхний этаж я подняться не рискнула. Очень уж опасными выглядят трещины. В 2011 году из-за дождей разрушилось входное крыльцо, которое еще в 2008 году было целым. В фильме «Братья Блум» Райана Джонсона с голливудским составом актеров. Камина уже нет. Остались какие-то отдельные его части, но мы все еще видим деревянную отделку по стенам. Каменный пол с таким же орнаментом мы видим сейчас. Стекол уже нет. На западном фасаде на фронтоне помещена скульптура, изображающая Турула с расправленными крыльями. Турул – это мифическая птица, она считается символом защиты и надежности. Она используется в венгерской геральдике, в украшениях зданий и сооружений, а также найдены древние женские украшения с этой птицей. Оформление фасадов выполнено лепниной, головы драконов, летящих птиц, львов, богато украшенные дымоходы, а также кованые элементы и витражи особой красоты и тонкого исполнения. Все это придавало особый шик и богатство сооружению. Часть дымоходов уже потеряна. Семья Шпицер покинула Биачин еще до начала Второй мировой войны. В 30-х годах 20 века на цементном заводе произошла авария. Было много жертв, несколько человек погибло. Семью преследовали неудачи. Не знаю, легенда или нет, но якобы дочь Шпицеров была влюблена в простого конюха. Отец запретил им встречаться, и она покончила жизнь самоубийством. В народе этот дом называют домом духов. Говорят, что безутешный дух дочери Шпицеров до сих пор здесь появляется и пугает непрошенных гостей. В общем, семья покинула Биачин, а потом началась Вторая мировая война. Замок использовался как здание немецкого военного командования, а после ее окончания здание было национализировано. Здесь была городская библиотека, дом культуры, штаб гандбольного клуба, радиостанция, дом инвалидов войны, эксклюзивный ресторан, гостиница, где останавливались приезжающие с других стран охотники, чтобы поохотиться на фрушкогоре. Здесь также была школа. С 1997 года здание является памятником культуры, и мне очень жаль, что оно в таком состоянии.
И если это правда, жаль, что в свое время это здание не отдали миру Кустурице, который готов был сделать здесь ремонт за свой счет и ввести его в эксплуатацию. Очень надеюсь, что ситуация изменится, и мы еще увидим восстановленный замок. Спасибо за внимание. Оставьте, пожалуйста, какой-нибудь комментарий под видео. Можно просто смайлик. До встречи в очередном прекрасном месте. Пока-пока.